Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, усаживайтесь поудобнее. В наших видео есть много интересной и полезной информации. Тема сегодняшнего видео – что делать, когда все рушится. Как всегда, мы это видео рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса LongSwim. И давайте разберемся, почему эти ситуации возникают и почему они возникают во второй половине любого года. Тем, кто смотрит это видео впервые, я в двух словах расскажу о миссии колеса жизненного баланса LongSwim. Миссия колеса жизненного баланса LongSwim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. И исходя из этой миссии уже выстраивается вся работа с колесом жизненного баланса, которая говорит о том, что мало диагностировать свое состояние регулярно. Один раз в месяц, один раз в 3 месяца, один раз в полгода. Нам очень важно сосредоточиться на своих целях, а разделение всей своей жизни на 8 сфер дает нам возможность в каждой сфере понимать, что происходит. А если мы понимаем, что там происходит, мы можем между сферами выстраивать взаимодействие, и взаимодействие между сферами дают нам комфортный способ достижения цели. Итак, тема сегодняшнего видео замечательная. Что делать, когда все рушится, и что делать, когда все рушится во втором полугодии этого года. За первое полугодие мы уже подвели итоги, и во втором полугодии у нас есть 2 рискованные операции или проекты. Это когда мы пытаемся реализовать проекты спасения или помощи другим людям. Я уже в предыдущих видео говорил, что если вы хотите реализовать проекты, связанные с помощью другим людям, это возможно, но лучше всего это делать в 4 квартале этого года, когда у вас уже 50 или 70% реализованных планов завершены, и вы уже с таким вот багажом реализованных планов хотите весь свой накопленный опыт, все свое желание, которое формируется в сфере духовного роста и творчества, направить на помощь другим людям. Это такая вот минимальная модель наставничества. В принципе, в этом нет ничего хорошего, но если вы реализуете такие планы помощи людям, иногда вы можете попасть в такую ситуацию, а люди в состоянии 0,4, они в эту ситуацию попадают достаточно часто. Что делать, когда все рушится? Первое, что вы должны для себя заметить, если у вас все рушится, в этом нет ничего страшного, потому что эти проекты, связанные с помощью другим людям, они не сконцентрированы на всех сферах вашей жизни, и они никак не влияют на достижение ваших планов. Эти все факторы разочарования, они направлены на то, что вы получаете заряд эмоционального потрясения, потому что ваши благие намерения, ваша цель помочь другим людям столкнулась с тем, что вас неправильно оценивают, вас не благодарят, вам не стараются помочь, или вообще то, что вы сделаете, считают пустой тратой времени. Для того, чтобы из этого состояния выйти, вам нужно еще раз вернуться в диагностику колеса жизненного баланса и понять, если вы получаете разочарование от того, что вам кажется, что все рушится, диагностика колеса вашего жизненного баланса позволяет вам объективно с помощью цифр подходить к тому, а что же у вас рушится и в какой сфере. Как всегда, про диагностику есть отдельное видео, я не буду сейчас повторять, но тем, кто смотрит это видео первый раз, могу напомнить. Мы начинаем диагностику со сферы яркость жизни, и через сферу яркость жизни нам примерно уже 30% проблематики нашего состояния становится понятным. Если у нас нарушен баланс между восполнением нашей энергии, нашим отдыхом и работой, если этот баланс нарушен между 3 точками, мы получаем свое разочарование. Разочарование имеет очень важный фактор. Она позволяет нам вернуться к нашим жизненным ценностям. Здесь мы переходим к следующей сфере, которая называется духовный рост и творчество, где мы через жизненные ценности понимаем, а действительно ли важно вот в этом моменте жизни помогать людям, если они не воспринимают вашу помощь, или тем более, если вы не о этой помощи не просили. Дальше мы прорабатываем свою сферу карьера и бизнес. В этой сфере, как всегда, ничего не меняется. Вы, как прежде, ходите на работу, занимаетесь любимым делом. У кого есть свой бизнес, испытываете взлеты и падения, разочарования и восторг, но кардинально в этой сфере обычно ничего не происходит. Вообще сфера карьеры и бизнеса, она всегда стабильная для состояния 0,4, для состояния 4,8, для состояния 8,10. Только состояние 8-10 позволяет вам немножко с оптимизмом взглянуть на ваши карьерные возможности, на масштабирование вашей экспертизы на международные рынки. И здесь мы переходим плавно к сфере деньги. И в сфере деньги, я еще раз напоминаю и буду повторять в каждом видео, в состоянии 4-8. Не стесняйтесь рекламировать себя, свои товары, свои услуги, свою экспертизу. Это всегда к вам возвращается. И вот сфера деньги, она позволяет вам взглянуть, сколько вы
денежных средств потратили на этот проект помощи другим людям. Если это в пределах вашей приемлемой суммы, которую вы готовы потерять или пожертвовать на это благое дело, ничего страшного не происходит. Да, вы эту сумму потратили на те цели, которые вы предполагали, но получился результат или не получился, это время покажет. Что касается проектов наставничества и проектов помощи другим людям, не оценивайте эти проекты примерно где-то в течение полугода или года. На этом коротком промежутке очень тяжело понять, что дал вам этот проект помощи другим людям. И только через год вы начинаете понимать, что люди, которые получали от вас помощь, не могут вам элементарно сказать спасибо, потому что у них идет сильная, но очень медленная перестройка внутренних ценностей. Для вас это естественно сказать людям спасибо, рассказать о своей истории успеха, но для людей состояния 0,4 идет очень сильное пересмотр, переосмысление своих жизненных принципов. Поэтому сфера, которая активно принимает участие во всех этих классных проектах наставничества, это сфера личностный рост. И в сфере личностный рост вы для себя еще раз понимаете, что для реализации этого проекта вам не хватило и либо опыта, либо не хватает тех инструментов, которые есть и уже реализованы в других проектах. Если у вас есть какой-то проект, в котором вы потерпели фиаско, который связан с помощью другим людям, пожалуйста, постарайтесь о этом проекте рассказать. Люди, которые разделяют ваши ценности помощи другим людям, вам подскажут на те ошибки, которые можно было не совершать, и вы этот проект можете точно один в один повторить в следующем году. Смотрим сферу здоровья и спорт. В сфере здоровья и спорт проверяем свое здоровье и желание помогать людям. Вот сфера здоровья и спорта, она является лакмусовой бумажкой. То есть хватает вам физических сил для того, чтобы оказывать помощь другим людям. Может, вам нужно это делать на большем эмоциональном подъеме, либо вам нужно еще раз эту сферу проработать, попробовать понять, что нахождение среди единомышленников, а спорт это всегда единомышленники, дает вам возможность перезагрузить свое эмоциональное состояние. И эмоциональное состояние, связанное со спортом и с вашими сферой духовный рост и творчество, она позволяет вам установить баланс между вашим желанием повторять этот проект снова и снова и вашими физическими возможностями, хватает ли у вас сил для того, чтобы этот проект делать в одиночку. Чтобы не делать этот проект в одиночку, я вам рекомендую еще раз вернуться в сферу друзья и окружения. Наверняка после того, как вы озвучите свой проект, вы среди своих знакомых, друзей, единомышленников, родственников найдете тех людей, которые могут на 1, 2, 3 дня или на целую неделю поддержать ваш проект помощи людям. И не всегда проект, который вы делаете для людей, имеет какую-то персонализацию. Иногда это просто помощь в благоустройстве той среды, в которой вы живете, проживаете временно или постоянно, но всегда желание окружающего пространства сделать для себя более приятным, уютным или просто чистым, или приведенным в тот порядок, который вы любите, все равно это маленький шаг, и этот шаг будет оценен окружающим. Возвращаемся в сферу семья и отношения. Здесь мы понимаем, что при реализации этого проекта мы еще раз возвращаемся к нашим близким, любимой женщине, любимому мужчине, которые поддерживают этот проект. И я сейчас дам несколько рекомендаций, которые помогают вам, несмотря на то, что вы терпите очень сильное эмоциональное переживание, все-таки со своим любимым человеком сохранить надежные, крепкие, доверительные отношения. Итак, что делать, когда все рушится? Рассматриваем сквозь сферу семья и отношения. И мы вернемся к состояниям. Состояние 8-10, если у вас все рушится, вам нужно новая идея, которая соответствует реалиям времени. Она должна быть обязательно грандиозной, она должна объединять людей, которые, услышав вашу идею, откликаются с желанием вам помочь, а не с критикой. Если вы находитесь в состоянии 4-8, и у вас все рушится, когда вы пытаетесь реализовать этот проект, вам нужны новые подходы, новые технологии, старые технологии и то, что вы пробуете ежедневно, они нуждаются в том, что туда нужно влить свежую кровь. Пожалуйста, через сферу личностный рост ищите ответы на этот вопрос через теоретические знания, через практику ваших коллег, через практику ваших единомышленников. Если такого ответа нет, пытайтесь самостоятельно предложить новый подход, новые технологии. Если вы испытываете крушение и состояние, что делать, когда все рушится, и вы оцениваете свое состояние в колесе жизненного баланса как 0,4, то есть самое низкое, это знак свыше. Пора все менять. Пора попробовать перейти в состояние 4.8, потому что в состоянии 4.8 вы активно работаете над устройством своего внутреннего пространства, над всеми своими сферами.
в состоянии 0,4 вы ждете, когда окружающие это сделают. В состоянии 4,8 вы понимаете, что, в принципе, и с помощью окружающих, и с помощью ваших усилий это все меняется гораздо быстрее, гораздо интереснее, но это все больше идет по вашему плану. И если вы в состоянии 0,4 понимаете, что все рушится и все идет не по плану, но при этом вы решаете, что не будете принимать каких-то активных действий, я могу вас поздравить, у вас высокие адаптивные возможности, и вы владеете бесконечными способами адаптации к этому миру. Эта информация тоже полезна для тех людей, которые работают в устоявшейся консервативной среде. В этом тоже есть польза, поэтому обязательно расскажите о своей истории успеха, как вам удается с таким вдохновением адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни. Те, кто хочет продолжить дискуссию по видео, пожалуйста, пишите в комментарии. Нам эти комментарии будут интересны. Подводим итоги сегодняшнего видео. Что делать, когда все рушится? Есть два момента. Есть две опоры. Мы в колесе жизненного баланса LongSwim рекомендуем вам больше опираться на внутренние опоры. Внутренние опоры – это ваша зрелость, это проработка сферы духовный рост и творчество. Именно ваша внутренняя сила, ваша зрелость позволяет вам концентрироваться на своей цели и активно искать новые способы достижения этой цели, в том числе и через единомышленников. Следующий момент – это понимание, где ты можешь быть максимально востребованным и реализованным. Это проработка сферы друзья и окружение. И по диагонали у нас находится сфера карьера и бизнес. То есть, если вы профессионал в какой-то среде, допустим, врач, медик, вы понимаете, что ваша экспертиза в одной стране будет восприниматься не очень сильно, в другой стране, в другой организации, в другом проекте. Вы просто ценный специалист, не забывайте об этом и старайтесь всегда рекламировать свою экспертизу, свой опыт. На определенном этапе времени он будет сильно востребован. Что касается внешних опор на материальное благополучие и прочее, сфера деньги дает нам возможность включить состояние 0,4. Вы накапливаете финансовые ресурсы, но вы должны понимать, для определенных проектов этих финансовых ресурсов вполне достаточно, а для грандиозных долгосрочных проектов это может быть недостаточно. Поэтому постоянно ищите новые источники дохода, временные или регулярные. Но и не забывайте о том, что самая большая ценность – это ваша репутация, ваша экспертиза, ваше умение вести проекты, ваше умение стоять на своих целях. Всем, кто смотрел это видео, не забывайте ставить лайки. Лайки – это ваше выражение «спасибо». Не забывайте нажимать кнопочку «Поделиться», пересылайте это видео по электронной почте, по социальным сетям всем своим друзьям и знакомым. С нетерпением ждем ваших комментариев. У вас все получится. Я в вас верю.